Одно из самых хорошо сохранившихся доисторических поселений лежит на дне Средиземного моря у западного побережья Израиля, недалеко от деревни Атлит. Благодаря уникальным условиям сохранности, он дал археологам подробную картину жизни его древних обитателей. По результатам углеродного анализа возраст подводного археологического памятника Атлит-Ям составляет 8900 лет. Почему он оказался на дне моря – одна из археологических загадок, о которых спорят исследователи. Согласно одной из теорий, как и многие прибрежные города Средиземноморья, он был поглощен огромным цунами, вызванным извержением вулкана Этна 8500 лет назад. Другие с этим не согласны, указывая на то, что этот подводный памятник не был поврежден. Большинство ученых больше склоняются к версии, что он был постепенно затоплен в результате изменения климата, которое вызвало таяние ледников и повышение уровня моря. А его жители потихоньку переселились на возвышенность. Какой бы ни была причина, поселение было покрыто глинистыми и песчаными отложениями, которые обеспечили его уникальную сохранность. Останки этого неолитического поселения были обнаружены в 1984 году морским археологом Галили во время поиска затонувших кораблей. Первые раскопки и исследования под руководством Хайфского университета проводились с 1985 по 2000 год. Участок Атлит-Ям занимает площадь 40 тысяч квадратных метров, он расположен в бухте устья реки Орен в Хайфском регионе, в 200-400 метрах от берега, на глубине 10-12 метров. Это самое старое и самое большое доисторическое подводное поселение, обнаруженное на сегодняшний день. Подводные раскопки постепенно обнажили прямоугольные дома и мощеные площадки. Также был найден ряд длинных стен, которые могли быть загонами для скота или огораживать возделанные поля. Кроме того, было обнаружено более 8000 артефактов, сделанных из кремня, добытого в горах Кармель, расположенных в 10 километрах от места, а также изделия из камня, кости и дерева. Были найдены наконечники стрел, серповидные лезвия, кремневые ножи и костяные рыболовные крючки. 7 мегалитов весом 600 килограммов полукругом стоят в центре поселения, а овальные камни с углублениями в форме чаши разбросаны вокруг источника пресной воды. Вероятно, это место было источником пресной воды. Обнаруженный колодец совершенно уникален. Он сделан из неплотно уложенных камней, его диаметр составляет 1,5 метра, а глубина достигает 5,5 метров. Это самый древний из когда-либо обнаруженных колодцев. На дне археологи нашли кости животных, кремень, дерево, остатки растений и изделия из кости. Это говорит о том, что жители перестали пользоваться колодцем, и он служил ямой для отходов. Галили считает, что соленая вода просочилась в пресноводный источник при повышении уровня моря. Он полагает, что это также могло стать одной из причин, почему люди покинули это место. Уникальная сохранность городища Атлит-Ям позволила археологам получить довольно подробную картину жизни человека эпохи неолита в этом районе. Как показывают результаты исследования, атлитяне были одними из первых охотников и собирателей, перешедших к земледелию. Вероятнее всего, они были самыми первыми земледельцами и скотоводами на Левантийском побережье. Найденные кости овец, коз, свиней и крупного рогатого скота свидетельствуют о самом раннем одомашнивании животных. Также были найдены останки собак. 6000 рыбьих костей свидетельствуют о том, что они активно занимались рыболовством. В древних амбарах было обнаружено более 100 видов растений, зерновые, семена диких растений, таких как дикий виноград, мак и тмин, указывающих на то, что в то время человек значительно расширял свой рацион. Ценную информацию для исследователей также предоставили 10 могил с человеческими останками. В домах и других местах также были найдены человеческие кости. В общей сложности подводные археологи нашли 15 скелетов и фрагменты костей 65 древних земледельцев. Одно из самых значительных открытий на этом месте было обнаружено в ходе дальнейших исследований в 2008 году. Оказывается, в то время люди уже болели туберкулезом, о чем свидетельствует найденный скелет женщины и ребенка. Размер костей ребенка и степень повреждения позволяют предположить, что мать заразила его вскоре после рождения. Это самый ранний известный случай заболевания в истории. Это не только указывает на то, что люди болели туберкулезом на 3000 лет раньше, чем считалось, но и, как показали анализы ДНК,
Болезнь не передавалась от крупного рогатого скота. Для ученых тысячелетняя эволюция бактерий туберкулеза дает подсказки для дальнейших исследований новых вариантов лечения. Также на некоторых скелетах видны ушные травмы, характерные для погружения в холодную воду. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что рыболовство играло важную роль в жизни обитателей Оклит-ям. Исследования также установили, что местные жители доживали до высокого для того времени возраста – 50 лет. Исследователи объясняют это сбалансированной средиземноморской диетой и, вероятно, качественной питьевой водой из колодца, которой эта неизвестная культура, вероятно, вырыла первой в мире. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.